Всем привет, с вами Дэн, и сегодня Кристофер Уорд и часы особенные. Я даже не люблю, честно говоря, такие всякие высокопарные слова, но, наверное, можно сказать, что это такая значимая, знаковая модель, великая в какой-то мере модель, потому что она, как и некоторые другие модели, меняет часовой мир, часовой рынок и в целом наше с вами, может быть, восприятие люкса. Итак, значит, Кристофер Уорд, это было в конце 2022 года, в общем, изменил всю игру в очередной раз, представив, да, вот они, эти самые часы Кристофер Уорд C1 Бельканто, самые доступные в мире часы с механизмом боя. В принципе, можно их назвать и репетиром, и в этом плане, конечно же, Кристофер Уорд, британский бренд, в очередной раз меняет правила игры, он привносит дорогущие усложнения в тот ценовой сегмент, где это усложнение было совершенно невозможно ожидать. И эти часы стали фурором. В 2023 году они получили малую стрелку Женевского гран-при часового искусства, и это великое достижение, особенно для компании, которая еще несколько лет назад была микробрендом, а свой мануфактурный механизм у них появился в 2014 году. И понимаете, они идут постоянно по ступенькам вперед, вверх, предлагая интересные усложнения, которые раньше стоили безумных денег, а сейчас, конечно же, невозможно не заметить эту компанию. И ее уже оценил весь мир, да, потому что своего рода Женевское гран-при можно сравнить с чем? Например, с каким-нибудь там, для упрощения, с Оскаром. Да, и вот они получили Оскар. И они получили Оскар, при том, что эти часы не стоят сотни тысяч долларов, как любые другие швейцарские репетиры. Нет, они стоят всего 3500, 3600 долларов. Ой, долгие месяцы ожиданий. Спасибо Алексею, который давным-давно подписался на эти часы, и они достаточно медленно их изготавливают, их ждут очень-очень долго. И это еще такая одна из самых редких версий с таким сине-голубым циферблатом. Слушайте, вау. Я сам, на самом деле, когда составлял свой топ-10 лучших часов года в 2022 году, включил туда, конечно же, Кристофер Уорд. И это нечто. Я, конечно, давно хотел уже вам их показать, сам увидеть, в руках подержать, потому что это круто. Это круто. Тем более у часов уже такая серьезная награда, и которая, прям вот трудно предположить, что кто-либо из вот такого часового сегмента, из вот такого денежного, да, ценового сегмента может получить такой приз. И действительно, я считаю, что по заслугам, потому что, да, они перевернули полностью всю игру. В сегменте люкс репетир несколько сотен тысяч долларов. Да, здесь упрощенная система, мы об этом чуть попозже поговорим, но тем не менее. Так, заболтался. Давайте мы их заведем и послушаем завод. Значит, что касается... Давайте по характеристикам пройдемся, потом будем красотулечку рассматривать. Здесь корпус выполнен из титана 5 класса, и браслета, и корпуса. Для чего? Наверное, для того, чтобы, может быть, сделать их полегче, потому что титан все-таки легче, да. Что касается размеров, давайте сразу по размерчикам. По диаметру. Значит, здесь 41 с небольшим. Высота, с учетом того, что стекло здесь выпуклое, 13,2. 13,2. По браслету, я думаю, 22 здесь. Да, 22. И от ушка до ушка, ушки достаточно длинные. 48,2. Но я думаю, что посадка здесь будет шикарная. Да, отличная посадка. На мое запястье 18,5. Они очень удобно садятся. И да нет, ушки я бы не сказал, что вот так, когда смотришь в профиль, они загибаются. Да, достаточно хорошо все сидит. Первое звено сразу уходит так в сторону. Удобно. Удобно, хорошо. Про запас еще 4 сантиметра где-то по браслету имеется.
Так что я думаю, в принципе, универсальный размер на любое запястье. И здесь есть еще такая фирменная система от Christopher Ward. Можно рычажок потянуть вниз. И, в принципе, на сантиметр, а то и на полтора этот браслет укоротить. Ну, для тех, кому это нужно. Так что подстройка здесь удобная, хотя еще, в принципе, имеются и короткие звенья с каждой стороны. Поэтому, ну, в общем, ваше запястье будет в комфорте всегда с этой модели. Стекло сапфировое, куполообразное, циферблат, отделка солнечные лучи. По механизму чуть позже поговорим. Что касается водозащиты, да, то здесь у нас 30 метров, 3 атмосферы. Ну, понятно, что эти часы только вот, да, под дождь попасть, руки помыть. Ну, никто в здравом уме с ними не будет ходить куда-нибудь на пляж, в бассейн, поэтому здесь водозащиты какой-то специальной нет. Значит, давайте теперь уже проговорим. Кстати, есть система быстрой замены браслета, так что можно, если что, и здесь поставить какой-нибудь ремешочек. А мне кажется, что эти часы, конечно... Да, с браслетом круто, с браслетом универсально, но, наверное, хочется их посадить на ремень, чтобы больше вот подсвечивать, подчеркивать этот циферблат. Потому что здесь весь механизм, он на виду. У нас в верхней части, где отметка 12 часов, такой... Здесь, кстати, все трехмерно, абсолютно трехмерно, объемный, объем прям чувствуется издалека, чувствуется, что это что-то необычное, что это что-то элитное, что это сложное и классно сделанное, как и все модели от Christopher Ward. Ну, как я уже сказал, у отметки 12 часов здесь, конечно же, минуты и часы, такой субциферблат. Механизм боя у нас располагается по внешней части циферблата, и основная его часть как раз вот между отметкой 4 часа и 8 часов. И здесь специальная кнопочка, которая как раз включает либо выключает механизм боя. Вот здесь у нас сейчас видно, что механизм боя включен, да, вот этот рычажок в верхней части, где здесь как бы вот такие волны, как звук идет. Если мы нажимаем сюда, то он выключен. Ну, давайте его включим. Кстати, звук пошел, да? Вот. А когда мы его включаем, когда он включен, значит, то при активированном этом рычажке, когда вкл есть, то раздается один звук каждый час. Ну, вот давайте попробуем покрутить с часовой стрелку как раз, чтобы она у нас час проходила. И сейчас попробуем послушать. Ну, так это происходит. Магия, да? Красота. Звук довольно высокий, кстати. Довольно высокий, и даже вот он хорошо слышен, когда тихо, да, но при этом он сидите где-нибудь на совещании или на встрече, ну, вряд ли будет прям как-то сильно ярко воспринят. Потрясающе. За основу был взят калибр JJ01 на базе Селита SW201. Ну, вот многие так делают. Здесь не пишите вот эти всякие глупости, что это Селита. Это вообще не Селита, это, конечно же, доработанная, сильно переработанная Селита. То же самое, кстати, делает Константин Чайкин. У него тоже база это ЯТА Селиты. Вот. И раньше этот механизм был JJ01 использован Christopher Ward для прыгающего часа. Но они его доработали, еще 50 дополнительных деталей добавили, и получился калибр FS01 как раз вот с этим механизмом боя. Кстати, что интересно, здесь платину для этих часов, для механизма представила компания Armin Strom. Это один из самых уважаемых старых брендов швейцарских. Уже несколько раз, кстати, Christopher Ward с ними сотрудничали. И некоторые компоненты механизма боя, да, там гон, молоток, и покупали они у компании Chronot, тоже швейцарской, а колеса изготавливала компания Vicudeco. В общем, это такая сложная работа, сложное сотрудничество между некоторыми уже такими
известными, уважаемыми швейцарскими компаниями. Ну, Кристофер Уорд сейчас, она тоже уже британская, швейцарская, но все производство, понятное дело, находится в Швейцарии. Вот такая вот интересная история. Ну, конечно, здесь это, с одной стороны, и в некотором роде предмет искусства, да, конечно же, это и просто часы, это и усложнение, которое раньше было доступно только чему-то убер-люксовому. Но и немаловажно, что здесь приятно посмотреть на все, что нам показывается. То есть мы можем наблюдать, как работает этот механизм. Хотя и он как бы, да, секундно, мимолетно, но тем не менее это видно. И качество исполнения просто потрясающее. Прям вот хочется сейчас с вами вместе пройтись, посмотреть, как сделан, например, циферблат, да, для часов и минут. И мы видим там и колеса уже, все они хорошо отполированы, все. Стрелки с зеркальной полировкой, просто потрясающе. Объем вот это все видно. Вот на это приятно смотреть, на это можно смотреть, ну, наверное, бесконечно. Основа циферблата, посмотрите, лучистые, причем лучи, они исходят как бы из вот этой точки, где находится стрелка часовая и минутная, и потом они дальше расходятся уже по всему циферблату. И механизм боя, да, он сатинированный, есть матирование, есть, да, тут я вижу чуть-чуть пескоструйной обработки, зеркальная полировка, все объемно, все сложно, со всех сторон есть отделка. Потрясающе, конечно. Мне кажется, эти часы именно для тех, кто любит часы как таковые. Да? Не кто любит, например, бренд на запястье, а кто любит именно часы. Потому что, по большому счету, за эту сумму вы купите, ну, 1/3 обычного стального Rolex. Да, или что еще можно, там, даже самый базовый Panerai не купишь. Просто потрясающе. Браслет у нас типа Oyster, полностью матовый. Ну, понятно, чтобы не отвлекать ни от чего. Корпус характерный для Кристофер Уорта, когда много граней, с зеркальной полировкой, с сатинированием. Причем, знаете, когда смотришь на отделку, да, видно, что это титан, потому что оттенок немножко другой. Но вот по отделке, по восприятию часов, если бы не вес, знаете, как бы вполне как стальные воспринимаются. Я думал, будет по-другому ощущаться, как у тех же Grand Seiko. Нет, здесь впечатление потрясающее. Все замечательно, да. Здесь у нас волны, да, такие звуковые на задней крышке. Хотя я бы хотел, конечно, здесь прозрачную заднюю крышку. Это упущение. Надо было делать прозрачной, потому что, ну, это тот механизм, на который нужно, конечно же, смотреть. Ой, ну и тут даже, знаете, для вот... Вес тут, наверное, даже вообще не в тему, но тем не менее давайте посмотрим. 111 грамм. Ну вот они не малыши, поэтому нет вот этого ощущения, что что-то вот не то. Да, они, конечно, легче, чем стальные, но с учетом браслета, наверное. Я думаю, на ремешке будет по-другому восприниматься. Но вполне, знаете, и очень, конечно, потрясающе смотрится на запястье. Издалека, и вблизи это здорово, это круто. Ну и знаете, мы в принципе с вами, наверное, уже практически все обсудили. Я даже вот думаю, что бы сказать в итогах, да, в заключении. Конечно, в плане отделки, в плане качества здесь ну абсолютно никаких нет вопросов. Я бы не удивился, если бы эти часы стоили ну там даже в 3 раза дороже. И в принципе, если бы это был бренд не такой демократичный, как Кристофер Уорт, а если бы это было что-либо более такое, скажем так, с понтами, то они бы стоили, конечно же, сильно дороже, и все равно бы это все воспринимали как отлично. Это все равно было бы сильно дешевле, чем большие швейцарские ребята. Поэтому, конечно, соотношение цена-качество здесь просто запредельное. Если вы гоняетесь за брендами, то явно это часы не для вас. Если вы любите однообразные, скучные, черные трехстрелочники, то это тоже модель абсолютно не для вас. Но я не думаю, что такие люди даже это видео досмотрят до конца. Но вот если мы говорим именно о том, что эти часы вызывают в первую очередь именно эмоции. Потому что вот каждое такое вот биение этого молоточка, звук гонга, оно вызывает улыбку. Ну, лично у меня. И это, конечно, потрясающее чувство. И, по-моему, именно для этого мы с вами и любим и покупаем механические часы, чтобы они дарили нам какие-то положительные эмоции.
вызывали какие-то чувства. И эти часы, конечно же, с этим прекраснейшим образом справляются. Знаете, сейчас вот буквально заметил, что здесь еще и суперлюминовая есть на метках и стрелках. Умудрились туда ее даже поставить. Так что для тех, кто любит на суперлюминово в темноте смотреть, здесь это, конечно же, будет. А справедливо ли весь вот это вот, я бы сказал, помешательство с хорошей точки зрения вокруг этих часов? Конечно же, справедливо, потому что это действительно переворот в часовой индустрии. Что они сделают дальше? Вот уже, честно говоря, трудно предположить, потому что ну, вот это действительно очень серьезное усложнение, доступное только таким большим ребятам и всегда, которые стоят ну, просто невероятных денег, да? Абсолютно невероятных. Поэтому, завершая сегодняшний обзор, конечно, если у вас есть возможность, если есть желание, то ну, это те часы, которые стоит иметь в своей коллекции, которые будут, конечно же, вас несказанно радовать. И я, конечно, в восторге, что вот такие компании, которые, в общем, всегда славились именно доступными моделями, недорогими моделями, которые идут своей дорогой, которые не пытаются каждый год вот куда-то безумно задирать ценники, просто потому что их бренд хорошо узнаваем, это, конечно, классно. Это, конечно, здорово. Напишите, какие еще часы от Christopher Ward вы хотели бы увидеть на канале, чего еще такого интересного, необычного выходит вот у брендов, которые не у всех может быть на слуху. Но, кстати говоря, с точки зрения объема производства, Christopher Ward делает несколько десятков тысяч часов в год. Это, в принципе, уже хороший такой средний европейский уровень, при том, что они делают достаточно большое количество своих мануфактурных механизмов. Хотелось, чтобы их было больше, конечно, да, но все-таки нужно сказать, что основной вот, ценовой сегмент для Christopher Ward это в районе $1000, может быть 1000, там 1500, а вот такие, где там 3500, да, как вот эти часы, это все-таки для них довольно-таки дорогие часы, поэтому они постепенно вот это что-то предлагают. На них, конечно же, очередь, на них многомесячное ожидание, и рынок показывает, что он хочет такие часы. А ребята из Англии-Швейцарии такие часы, такие часы предлагают. Ну все, красотулечку мы с вами рассмотрели. Не забываем, конечно же, ставить царские лайки. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.